Привет, YouTube! Сегодня я расскажу вам про полезные и интересные модификации, которые уже успели выйти для Вальхейма. К сожалению, у Вальхейма нету своей собственной мастерской в Стиме, хотя это наверняка бы очень облегчило бы жизнь и нам, игрокам, и мододелам, но, возможно, в будущем она когда-нибудь появится. Пока ее нету, мы будем скачивать с вами и устанавливать моды через всеми известный Nexus. О том, как именно нужно установить модификации, в принципе, любые, я расскажу в конце данного ролика. Это видео будет поделено на главы, поэтому на таймлайне вы можете посмотреть, где я начинаю рассказывать про установку. Если вам по какой-то причине не интересно слушать про данные модификации, то можете сразу промотать видео, но лучше, конечно, посмотри видос полностью, потому что будет много интересного. Поехали! И первый мод, на который мы сегодня посмотрим, называется Bigger Item Stack. Он позволяет вам расширить количество предметов в одном стаке, как это понятно по названию. Для чего это может вам понадобиться? Например, для того, чтобы больше складировать рубины или какие-нибудь другие вещи по типу янтаря. То есть раньше, точнее, янтарь по дефолту складывается в 20 штук. С этим же расширением, с этим модом вы можете складировать его в 40. То есть там по умолчанию вы можете в конфиге это потом изменить. Я вам потом покажу, как это делать. Можно изменить количество не в 2 раза, а во сколько угодно раз. Можно сделать так, чтобы у вас стрел было не 200 в одном стаке, а 2000 и так далее. Чтобы янтаря было не 40, а 500, 600, 1000 и так далее. Вот. То есть это будет удобно, чтобы не забивать ваши сундуки вот такими предметами, как янтарь, рубины или любые другие вещи, ядра суртлингов или еще какие-то вещи, там головы разные, камень тот же по 50, шкуры троллей, кстати, тоже. Вот, чтобы не забивать ваши сундуки кучей различных стаков, можно будет просто все сложить в один и использовать не 2 стака, не 3, не 4, не целый сундук под одну какую-то вещь, а просто сложить все в один стак. Следующий мод тоже связан с хранением ваших вещей и называется он Quick Stack. При нажатии клавиши Ё или тильда по умолчанию он будет автоматически из вашего инвентаря переносить вещи в сундуки. Единственный минус этого мода то, что он не умеет создавать новые стаки. То есть, смотрите, если у нас вот здесь пустые сундуки, вот у нас 3 пустых сундука. Я нажимаю клавишу Ё, и он пишет, что нечего складировать. То есть он не умеет создавать новые стаки в сундуках. Однако, если у нас будет, допустим, здесь одна древесина и один камень, мы нажимаем клавишу Ё, и он все переносит автоматически сразу в сундук. И при этом, как видите, он как бы создал новый стак. То есть он создает стак. Он не создает новые стаки, но создает стаки предметов, которые уже есть в сундуке. То есть если мы сейчас выкинем камень, допустим, один, возьмем также, допустим, вот так вот, то есть у нас в сундуке валяются уже камни и доски. Мы нажимаем Ё, и он складирует камни и доски. Потом мы, допустим, побегали где-то еще там по лесу, покопались, что-то у нас образовалось в инвентаре, много камня. Мы берем камень. Здесь у нас уже лежит просто камень. Даже вот можно взять заполненный, допустим, стак камня. Мы нажимаем на Ё. И так как здесь уже лежал камень, он наш камень из инвентаря все равно сюда кладет, образовывая, по сути, как бы новый стак, но уже имеющегося предмета, типа предмета в сундуке. Вот, может быть, это, конечно, не очень удобно, то, что нельзя просто сразу нажать, и чтобы все автоматически перенеслось, создавая новые предметы, новые стаки, но это все равно может намного облегчить вам поиск ресурсов и складирование ваших ресурсов. Данный же мод называется респаун деревьев. И, собственно, по названию, наверное, можно все понять. Когда вы срубаете какое-нибудь дерево, вот, и при этом, чтобы этот мод работал, вам нужно не только срубить дерево, но и срубить пень, который остается от дерева. И когда мы срубаем пень, у нас появляется саженец бука. То есть то дерево, которое мы срубили, оно автоматически респаунится, то есть пересаживается заново, как только мы срубаем полностью дерево вместе с пнем. Не знаю, удобно это или нет, тем более некоторые деревья, например... Так, сейчас поищем. Например, вот такие вот деревья, которые растут прям одно из друг друга. Скорее всего, мне почему-то так кажется, что если их срубить... Давайте проверим, кстати.
Я еще такого не проверял, но давайте проверим. Мне кажется, что если их срубить, и от этих деревьев останутся саженцы, то они не будут расти вместе, потому что скажет игра нам, что нужно больше пространства для одного из саженцев. Давайте проверим это. Да, я был прав. Вот остались саженцы бука и еще один саженец бука. Да. И причем они оба пишут, что им нужно больше пространства для роста. То есть тут им мешают, видимо, какие-то вот это дерево, может быть, или какой-нибудь куст. Возможно, вот этот куст мешает, или вот этот маленький кустик мешает. Нет, одно, кстати, одно позеленело. То есть этот мод такой, может быть, на любителя, потому что не все деревья будут расти всегда из тех деревьев, которые вы уже срубили. Этот мод все равно может быть полезен, потому что... Но этот мод все равно может быть полезен, потому что иногда бывает сложно найти саженцы сосны или саженцы березы, и если у вас, например, уже есть готовые посевы сосны, допустим, то есть вы живете где-то далеко от черного леса, то вы, допустим, посадили себе 10 там, или 20-30 деревьев, вот эти вот деревья, например, все посажены лично мной, то есть если вы все это посадили и знаете, что они срастут друг с другом нормально, то после того, как вы посадили себе сюда сосны или березы или еще что-нибудь, то после их срубки они 100% будут респауниться. Следующий мод называется Skillful, и на самом деле разработчики должны были сами добавить что-то подобное в игру, возможно, они потом это, собственно, и добавят. Он не очень большой, но он добавляет вам полезные бонусы в зависимости от прокачанного вами навыка. В данном моде он добавляет вам бонусы от бега и от скрытности. То есть, если у вас по умолчанию в игре без мода максимальная весоподъемность 300 фунтов, то с этим модом при прокачке навыка бега, то есть если сейчас, смотрите, у меня 34, на 34 прокачан бег, и у меня сейчас грузоподъемность 405, то есть без мода 300, а сейчас у меня 405 вместе с модом. Если вы прокачаете бег полностью на 100, то ваша грузоподъемность увеличится в 2 раза, то есть еще на 300, то есть у вас будет всего не 300, а 600. А что же с скрытностью? Ваша базовая скорость, когда вы находитесь в режиме скрытности, она всегда будет не на двоечке, как в дефолте, а на троечке. И при этом с более раскачанной скрытностью вы будете передвигаться быстрее. У меня сейчас, правда, скрытность вообще не раскачана, но даже на шестерке я вижу, как персонаж двигается действительно заметно быстрее. Возможно, этот мод будет обрастать какими-то другими бонусами от прокачки навыков, так что будем, я думаю, следить за обновлением этого мода. А вообще хотелось бы, конечно, чтобы разработчики сами добавили какие-то фичи для своих навыков, а не просто то, что есть сейчас в игре. Следующая модификация называется Unrestricted Portals, и она добавляет в игру то, от чего бесятся, наверное, все игроки, которые играют в Вальхейм. Смотрите, вот здесь вот моя база, мой дом, где я провожу самое большое количество времени. А вот здесь вот, то есть где-то вот так вот приходится плыть, здесь находится болото, которое я вчера, кстати, нашел на стриме. Приходи на стрим, ссылочка будет в описании, будем играть в Вальхейм. Здесь находится болото, на которых я добываю, собственно, железо. То есть, чтобы мне с этих болот вывести железо, мне нужно сесть на мой корабль, который пришвартован здесь, и вот так вот отправиться вот так вот, и доплыть вот сюда, домой. Разработчики запрещают переносить через порталы железо, медь, олово и другие ресурсы, запрещенные для переноски через портал. И не знаю, зачем это сделано, для большей хардкорности или для того, чтобы игроки просто зависали в игре больше времени тратили на игру. Но этот мод, он позволяет вам переносить через порталы олово, медь и другие ресурсы, железо. То есть вот здесь сейчас написано, видите, невозможно телепортировать. Но мы заходим в портал, смотрим в пучину бездны, перемещаемся через портал, то есть мы находимся уже вот здесь вот. И у нас в инвентаре осталось и медь, и олово. Это очень полезно, очень удобно. Вам не нужно плавать постоянно на какие-то... А если у вас, допустим, если вы уже 150 часов отыграли в Вальхейм, если вы добываете железо не вот здесь вот, допустим, а где-нибудь вот здесь, то есть вам придется на свой... А вы уже построили, допустим, огромный город на континенте, на своем основном. То есть вам придется отсюда, с края карты, допустим, плыть к себе домой.
Это же очень долго и очень неудобно. Однако этот мод можно также изменить в конфиге, как и мод с инвентарем. То есть я оставлю ссылочку, естественно, на все моды в данном ролике, который мы будем сегодня смотреть. Я оставлю ссылочки в описании, переходите, качайте, пользуйтесь. Вот. И там на странице мода написано, что именно можно изменить, как это изменить и так далее. Вот. Но вы там можете изменять, что именно можно переносить через порталы, что нельзя, вот, чтобы совсем не руинить себе хардкорность, так сказать, в игре. Вот. Но при этом сделать себе жизнь немножко полегче. Также для порталов существует мод Teleport Title, который просто добавляет название телепорта, которое высвечивается на экране. То есть вам не надо читать, то есть портал метка, болото, что-то там, то есть вычитывать. Вы просто подходите к порталу, наводите на него мышкой, и у вас на экране сразу пишется, что это болото. То есть название вашего телепорта. Как вы его назовете, то и будет высвечиваться. Вот. Ну, такой простенький мод, но в принципе полезный. Если кому-то не хочется вчитываться, то довольно красиво, желтенькими буковками все написано и удобно. Этот мод добавляет в игру часы. То есть, если вы могли заметить, сейчас у меня сверху появился таймер. То есть, сейчас 1 час, 3 минуты, 4 минуты и так далее. То есть, вы можете следить за временем суток в Альхейме. Такой вот простенький мод. Я сейчас не знаю, зачем это может быть нужно. Только если, не знаю, вы живете, играете в Альхейм со своей девушкой, и она приготовила вам потрясающий королевский джем, и зовет вас кушать на ужин, а вы не знаете, сколько времени, у вас ужин обычно в 7 часов вечера, и вы такие: опа, а мне нужно срочно домой кушать вкусный королевский джем. Вот, и вы смотрите и бежите домой. Такой вот простенький мод, можно следить за временем суток. По дефолту утро начинается с 6 часов, а ночь начинается с 8 часов, но это, по-моему, тоже можно изменить в конфиге, если я не путаю. В общем, тут, наверное, больше нечего сказать, давайте идем дальше. А сейчас мы посмотрим, наверное, на самый полезный мод, который только вообще можно было сделать. Открываем инвентарь. Посмотрите только на это. Почему разработчики не сделали этого раньше? Вообще, это очень очевидное решение. В общем, этот мод добавляет возможность вам перемещать вещи, которые на вас надеты, в специальные слоты. Более того, он добавляет вам еще 3 новые клетки, допустим, для зелий. Ну, вообще они для зелий созданы, то есть вы можете сюда поместить 3 разных зелья и использовать их на Z, V и B. То есть, скорее всего, там, кстати, можно эти кнопки еще и переназначить, вот, но сам факт, что вот такую вот примитивную вещь, которая должна быть в игре изначально, сделали мододелы, это удивительно. Я надеюсь, что разработчики додумаются до этого и добавят это в игру сами, единолично. А мы переходим к следующему моду. Следующие 3 мода, они относятся к мультиплееру. Первый совсем простой, он называется Show My Position by Default, и единственное его предназначение, это когда вы играете с друзьями, он автоматически ставит вот эту вот галочку «Виден другим игрокам», то есть чтобы все ваши пометки, там вы, были видны другим игрокам, он ее автоматически ставит. Да, кстати, еще одна такая вот помарочка, чтобы эти моды работали в мультиплеере, должны быть установлены как и у вас, так и у других игроков, то есть они не устанавливаются типа на сервер. То есть они должны быть у всех игроков, иначе могут возникнуть различные баги от пропадания вещей из сундуков до еще каких-нибудь там других ужасных вещей. Вот. И поэтому, наверное, хочу сразу сказать, что не руините другим игрокам игру, не входите с вашими установленными модами на другие сервера, чтобы не портить игру другим игрокам. Второй мод называется Server Side Map, и он переносит вашу карту на, собственно, сервер. Что это значит? Это значит, что если бы я сейчас был с кем-то в мультиплеере здесь, и он бы, допустим, пошел вот здесь вот исследовать вот эту часть острова моего, то я бы тоже видел, как туман войны исчезает и что там происходит. То есть его исследования мне бы были тоже видны. Это вообще довольно удобно, если вы играете с друзьями. И третий мод называется Map Sync. По сути, он делает то же самое, что и предыдущий мод, за одним исключением. При нажатии F10 клавиши по умолчанию, когда вы стоите рядом со своими друзьями, то есть вот там есть, наверное, какой-то радиус, если стоят ваши друзья рядом с вами, вы нажимаете кнопку F10, и ваша карта и их карта, они показываются вам, вы, в общем, делитесь исследованием карты друг с другом. То есть, отличие от предыдущего мода, то, что там все показывают, куда они ходят, что они исследуют. А здесь вы делитесь исследованием друг с другом, то есть с теми, кто стоит рядом, то есть с вашими друзьями, допустим, в мультиплеере. Вот, чтобы другим не было видно, вы делитесь информацией только с вашими друзьями. Переходим к следующему моду.
Следующий мод называется Better Stamina, и он, конечно, немножко читерский, но кому-то может быть, наверное, полезен. То есть, по-любому у него найдутся свои фанаты. Он изменит баланс в стамине, то есть она попросту у вас меньше тратится, когда вы бежите. Вот. Не знаю, я бы не стал его, наверное, ставить, потому что он все-таки убивает некий баланс. Вот. Но если кому-то играть в Вальхейм сложно, то умирать эти люди, вы, которые часто умираете в Вальхейме из-за того, что скончается стамина, я думаю, этот вот мод вам поможет, и вы будете умирать реже, поэтому пользуйтесь. Следующий мод называется Fermenter Status, и он позволяет вам при наведении на бродильную бочку, то есть если вы закинули туда медовуху, он позволяет вам видеть, сколько процентов осталось до конца брожения. То есть вот я только что закинул, и вот написано напиток еще бродит 1%. А раньше этого не было, то есть по дефолту этого нету, там просто написано, что нужно еще подождать. Вот. При этом интересный факт, то что когда вы кормите кабанов, то есть когда вы хотите приручить кабанов, то там написано, на сколько процентов кабан приручен и сколько осталось. Вот. Но при этом для морковки, если вы наведете на морковку, допустим, ну она сейчас выросла, но если вы наведете на морковку, когда она еще растет, там будет написано просто, что она типа живая, все с ней хорошо и так далее. Вот. Но там не будет написано, сколько осталось, то есть на сколько процентов она выросла. Интересно, почему разработчики это не добавили. Вот, Fermenter Status не действует на морковку, если что. Он действует только на бродильную бочку. Вот. Но наверняка уже есть какой-нибудь мод, который показывает также, на сколько процентов выросла ваша какая-нибудь культура. Вот. Я думаю, что разработчики тоже должны добавить этот мод, ну как бы не мод, а просто добавить это в игру, чтобы было видно не только процентное соотношение приручения кабанов, но и бродильная бочка и выращивание растений. И последний на сегодня мод, который позволяет нам очень быстро заполнять углевыжигательную печку, плавильню и мельницу. Вот, то, чтобы вы не кликали, то есть вот добавить, да, добавить дерево, раз, два, три, и вот так вот 25 раз надо кликать, чтобы было проще это сделать. Этот мод добавляет вот такую функцию. Вы зажимаете Shift и нажимаете E. Опа, все, добавлена древесина. Сразу полностью ваша печка заполнилась. То же самое происходит из не с углевыжигательной печью, а то же самое происходит и с плавильней, и с мельницей. Я думаю, это довольно удобно, потому что вам не нужно закликивать 25 раз, чтобы добавить дерево в печку, или добавить уголь и материалы в плавильню. Вот. В общем, я считаю, что этот мод довольно удобный. В общем, это все моды, которые я вам хотел сегодня показать. Какие из них я буду точно ставить? Это, конечно же, вот это вот дополнительные окна в инвентаре, чтобы ваши вещи не валялись в инвентаре, не забивали вам в инвентарь. Скорее всего, на этом я остановлюсь, потому что хочу играть в тот Вальхейм, которым его задумывали разработчики изначально. Вот. А потом, когда они сами уже будут выпускать дополнения, тогда у нас будут все эти прекрасные вещи, может быть. Короче, давайте я вам сейчас покажу, как это все устанавливать, что для этого нужно, и будем прощаться. Итак, чтобы, установить эти моды, мы переходим на сайт, который называется Nexus Mods. Я думаю, вы все, большинство из вас точно знают, что это за сайт. Это глобальный вообще сайт, где скачиваются различные моды на любые игры. Вот последний глобальный огромный мод, помните, если вы увлекаетесь Fallout, выходил на Fallout New Vegas модификация, он тоже здесь есть. В общем, что вам нужно для того, чтобы установить моды для Вальхейма? Во-первых, здесь есть вкладочка моды, вот, и здесь есть получить Vortex. Вы скачиваете Vortex, это вот такая вот программка, в которую вы закачиваете моды. Допустим, вы хотите установить мод на часы в Вальхейме, вы нажимаете «Скачать менеджер мод». Но это на русском, там по-английски будет другое. Медленная загрузка, потому что нет премиум аккаунта. Ждем 5 секунд. И он предлагает открыть приложение Vortex. Открываем Vortex. Да, он мне пишет, что она уже установлена. Вот, зачем это нужно? Во-первых, здесь очень удобно следить за всеми модами. Допустим, вот эти часы. Здесь написано версия. И здесь вы можете, например, check for update сделать, то есть проверить наличие обновлений. То есть вам не нужно заходить обратно в Nexus, заходить на сайт
на страницу данного мода, и вот здесь тут старые есть версии и самые новые. То есть вам не нужно сверять версии, вы просто нажимаете в Vortex, проверите обновление, и если оно есть, можете его просто скачать. Вторая штука для того, чтобы установить моды для Вальхейма, она называется BPNX Pack для Вальхейма. Это такой фреймворк для моддинга на Unity. Вальхейм стоит у нас на Unity, вот, поэтому эта штука нам нужна. Все ссылки я оставлю в описании. Вот здесь вообще очень легко, просто написано, как его устанавливать, что нужно делать. Вот, ну вы здесь сами разберетесь, потому что это вообще реально очень просто. И потом вы переходите в папку. Вот у нас есть две папки. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот эта папка BPNX, вот этого как раз для Unity. Вот. Вы потом, она у вас будет лежать в папке Вальхейма. Вот. И здесь есть папочка, которая называется Plugins. Вот. И в Vortex, там, когда будете скачивать моды, у вас будут появляться все моды, которые вы скачали в папке. Вот, вы, допустим, нажимаете вот Clock Mod, то есть часы на мод, вы просто видите файл DLL, нажимаете Ctrl-C, переходите в папку BPNX, Ctrl-V. Все. Больше вам ничего не нужно делать. Дальше вы запускаете Вальхейм, и у вас все работает. Все. Больше ничего не делать не нужно. Собственно, как изменить конфиги для какого-нибудь мода? В папке BPNX, который находится у вас в Вальхейме, будет находиться в Вальхейме. Вот тут, где плагины, это ваши плагины. Тут есть еще папка, которая называется config. Вот. И вы ищете config плагина. Так, вот Bigger Item Stack. Это который позволяет количество предметов в одном стаке расширять. То есть здесь вот он default value 2, то есть он в 2 раза позволяет расширять по дефолту. Но вы можете поставить любое число, 10, там, 20, вот, и все что угодно можете сюда вписать. Вот, собственно, вот так вот изменяются практически любые модификации. Вы просто заходите в конфиг, ищете здесь конфиг определенного мода и изменяете его как вашей душе угодно. Что ж, ребят, вот такое вот видео получилось. Пишите обязательно в комментариях, какие моды вам понравились, какие вы поставите, или вообще вам ничего не понравилось, и вы считаете, что это рушит исходную игру, и разработчики вообще задумывали все по-другому. Спасибо большое за просмотр. Если вы досмотрели, конечно, до этого момента, пишите в комментариях, кстати, еще, какие моды вы хотели бы еще посмотреть, если вы нашли, допустим, или слышали. Вот, я обязательно поищу, установлю, мы все это проверим. Также переходите обязательно по ссылочкам в описании на Twitch. Я стримлю на Твиче каждый день, стараюсь стримить с 6 часов вечера по Москве или чуть пораньше. Вот, мы стримим там Вальхейм, Warzone. Недавно стримили игру, которая называется The Life and Suffering of Sir Bronte. Это такая визуальная новелла в виде книжки. Вот мы разыгрывали копию, то есть у нас иногда проходят розыгрыши, поэтому всех жду на стриме. Ставьте обязательно лайки этому видео, если вам понравилось, а если не понравилось, то ставьте дизлайки. Я вас не могу заставлять ставить только лайки. Если уж не понравилось, то ставь дизлайк. Увидимся обязательно в следующем ролике и пока!